дорогие друзья! С вами Софья Даринская, президент Международного бюро по правам человека в сфере душевного здоровья и руководитель Центра медицинского информирования Софьи Даринской. Сегодня я вам расскажу, что вам не говорят ваши психиатры, когда назначают психоактивные вещества. И сегодня я вам расскажу, с чем вы столкнетесь, желая избавиться от употребления психоактивных веществ. Но для начала я скажу, что наркотики как явление телу человека, так сказать, привычны. Организм действительно вырабатывает собственные наркотики в очень небольших количествах, они называются эндорфины, и, например, они вырабатываются, когда вы поели, вот то состояние умиротворения, расслабления, некоторой сонливости, хорошее настроение. Это вот естественный механизм, который есть у организма, и там действительно принимают участие биологически активные вещества, вот эти вот самые биологически вырабатываемые наркотики. Именно поэтому, когда вы приходите к психиатру с теми или иными проблемами, когда вам психиатр назначает синтетические наркотики, а все психоактивные вещества, я еще раз скажу, что любое психоактивное вещество, которое создано и призвано менять душевное состояние человека, является по сути своего действия наркотиком. И неважно, где вы его получили, в подворотне или в аптеке по рецепту врача. От перемены места выдачи суть вещества не меняется. Так вот, когда вы начинаете принимать это вещество, оно встраивается в ваш обмен веществ. Тело его принимает и перестраивает свою биохимию под вот этот вот извне поступающий яд. Нужно понимать, что для организма психоактивные вещества внешние являются ядами. И, ну вот, к примеру, да, у организма должен вырабатываться адреналин при каких-то опасных ситуациях. И такая ситуация, да, на вас кто-то нападает, и во время опасности у человека выделяется адреналин, так называемая ситуация, реакция «бей и беги». И когда у человека работает вот эта система выброса адреналина, человек, если он крепкий, он может, так сказать, дать отпор, если он понимает, что он не может дать отпор, он убегает. И в этом участвует вещество адреналин. А теперь посмотрите, когда наркотики встраиваются в обменные процессы, вот, например, разрушается вот эта вот адреналиновая система. И когда у человека опасность, адреналина не вырабатывается в нужном количестве, либо выработка как-то блокируется, и человек вот так вот апатично переживает какие-то свои стрессовые ситуации. Собственно, считается, что человеку помогли. Вот у него стрессовая ситуация, больше адреналин не вырабатывается, и вот как бы да. Теперь, например, человек решил избавиться от употребления психоактивных веществ, и он отказывается. Через некоторое время у организма включается, то есть вот нет уже этой блокирующей функции внешнего яда, у организма включается вот эта вот адреналиновая система, но вы прекрасно понимаете, что организм начинает ее включать уже неравномерно, потому что вот этот механизм, отработанный у организма, он сломался, и организму теперь нужно как-то по-новому снова его настроить. И настраивает он его, естественно, скачками. Например, вы стоите в магазине, покупаете хлеб, вас окружают булки с хлебом, единственный человек, кто с вами общается, это продавщица, и вдруг у вас резкий выброс адреналина, сердце стучит, у вас ни с того ни с сего вдруг проявляется какая-то агрессивность, вас прошибает холодный пот, ноги подкашиваются, паника страшная, ничего не происходит. Вот внешне никакой нет причины, почему бы с вами случилась эта реакция. А происходит одна простая вещь. Грубо говоря, организм проснулся.
Немножко напоминает эту ситуацию тот период, когда у человека, именно пубертатный период, когда у человека настраивается гормональная система именно половых гормонов. И если вы вспомните свое состояние или у вас есть дети, вы можете посмотреть, вот в этот период есть что-то похожее, какие-то выбросы гормонов, какие-то панические атаки. Вдруг у человека плаксивость ни с того ни с сего. Вдруг он стал агрессивный. И ничего, никто не понимает вообще, что происходит. И даже сам человек, он не понимает вообще, что с ним происходит. И, честно сказать, не очень умные родители начинают в этот момент таскать своих детей к психиатру, и психиатры своими таблетками глушат эти реакции. Люди с более, так сказать, крепкой нервной системой не понимают, что нужно просто подождать, нужно дать организму время настроить эту систему. Вы должны понимать, что, например, когда вы учитесь водить машину, вы тоже не сразу сели и поехали. Сколько бамперов вы перебьете, сколько сцеплений вы сожжете, сколько нервов у этого вашего несчастного посидевшего инструктора вы заберете и так далее, и так далее. Вы именно тоже учитесь управлять этой машиной. Когда у человека пубертатный период наступает, и организм начинает настраивать вот эту вот гормональную систему, там тоже бывают странные реакции. Вернемся к отмене препаратов. О чем вам не говорят психиатры, это о тех реакциях, которые у вас будут возникать вследствие отмены вот этих вот веществ. Поскольку психоактивные вещества разрушают регуляторную систему, нервную регуляторную систему тела, они разрушают систему нейромедиаторов, это веществ, которые проводят нервный импульс. Они очень сильно разрушают эндокринную систему, потому что эта система, она связана напрямую с нейрорегуляцией. И когда вы начинаете отказываться от психоактивных веществ, через некоторое время у организма снова включается эта система и начинаются очень неприятные реакции. Особенно если вы, и это очень тягостно, первое, если вы сами по себе человек такой нетерпеливый, который не может взять себя в руки, зажаться и сказать: я переживу этот период. На это еще накладывается так называемая ломка от отмены вот этих вот синтетических наркотиков. Она может проявляться в тянущих мышцах. Страшные побочные эффекты – это ломка, это нарушение сна, от которого просто человек сам по себе может сойти с ума. Очень неприятные желудочно-кишечные явления, то есть это либо понос, либо запоры, либо рвота, либо там несварение пищи, все что угодно. То есть вот такие вот реакции. И вы должны понимать, что если вы соглашаетесь на прием вот этой вот психоактивной таблетки, которая снимает у вас эффект вот этой вот по какой-то причине разбалансированной эндокринной системы изначально, то когда вы захотите избавиться от психоактивной таблетки, потому что избавляться от нее нужно, самая объективная причина, что нейротропные яды приводят к деменции. Нейротропные яды приводят к импотенции. Нейротропные яды приводят к апатии. Нейротропные яды приводят к потере памяти и потере трудовых навыков. То есть ваша жизнь постепенно начинает разваливаться. То вот если вы не можете вытерпеть изначальные реакции разбалансированности ваших систем, когда вы принимаете психоактивную таблетку, то когда вы захотите от нее отказаться, проявления будут в десятки, если не в сотни раз сильнее. И вам понадобится гораздо больше сил, вам лично. Либо если вы родители, то вам понадобится гораздо больше сил переносить бессонницу вашего ребенка, переносить внезапную агрессию, которая после психоактивных веществ может быть вообще ничем не сдерживаема. Если
до того, как человек принимал психоактивные вещества, и у него была агрессия, то человек, в общем-то, как-то мог себя сдержать от действительно катастрофических действий, убийства, то статистика говорит о том, что после употребления психоактивных веществ люди могут убить либо себя, либо других людей и так далее. То есть вот статистика говорит о том, что происходит разрушение каких-то основополагающих инстинктов человека после употребления психоактивных веществ. Чем мы вам можем помочь, вот чем мы на самом деле помогаем людям, которые хотят сойти с психоактивных веществ? Первое. Все психоактивные вещества разрушают витамины, минералы и микроэлементы в теле. Все. Это их суть действия. Я вам больше скажу. Есть так называемые, психиатры их называют резистентные к терапии люди, и их, как правило, направляют на электрошок. Так вот, когда вы начинаете выяснять историю вот этих вот резистентных к психоактивным веществам людях, вы до этого обнаруживаете тяжелейшие витаминно-минеральные дисбалансы. Например, человек в течение нескольких лет, так сказать, самолечением употреблял сильнейшие диуретики, то есть это сильнейшие мочегонные, причем там вплоть до фуросемида. Фуросемид – это такой очень серьезное мочегонное, которое применяется в условиях реанимации. Нужно следить за минеральным уровнем в крови, его ставят только на физрастворе, но неважно. Вот, так вот, человек, желая избавиться от каких-то отеков или там похудеть и так далее, вот в качестве самоназначения несколько лет увлекался вот этими вот диуретиками. В итоге он доувлекался до галлюцинаторной симптоматики, потому что это симптоматика нарушения витаминно-минерального баланса. То есть человек, он просто вымыл у себя все минералы там, и сопутствующие витамины. Естественно, у него пошла галлюцинаторная симптоматика. Естественно, пошло нарушение сна. Человека запихали в психушку, ему начали давать психоактивные вещества, которые действуют только если у человека более-менее есть нормальный уровень витаминов и минералов. Естественно, у этого человека не действуют на него так, как ожидается, вот эти психоактивные вещества. В итоге человеку сделали электрошок. Вот судьба, как говорится, да? Так вот, я к чему говорю. Что мы делаем, как мы помогаем людям, желающим сойти с психоактивных веществ? Первое, что мы вам помогаем, это восполнить дефициты витаминов, минералов и микроэлементов. Потому что если вы просто начнете, вот взял и отказался, ну или там по схеме снижения кто-то как-то делает, да, отказывается, то на уровне существующих дефицитов вот эти вот реакции отмены, ломки, как я говорила, реакции отмены – это включение эндокринных систем и так далее, эндокринные системы, они настолько непредсказуемы, боль настолько серьезная, боль настолько тяжелая, что некоторые просто не могут этого вынести. И гораздо, ну, так скажем, легче это вынести, когда вы восполнили дефициты витаминов, минералов и микроэлементов. И потом уже по чуть-чуть на отчетах, когда вы сами там что-то делаете, мы вот смотрим уровень витаминов, минералов и микроэлементов. Но я вам могу сказать, что мужество вам потребуется ого-го какое. Вам, вашим родственникам. Конечно, если у вас есть родственники, которые вас поддерживают, это вам повезло. Но если вас окружают родственники, которые вообще не согласны терпеть никакие ваши вспышки гнева, никакие ваши психи, никакие ваши бессонницы, никакие ваши обидные слова, которые бывают, ну а что говорить, это жизнь. И ой-ой-ой, срочно мы запихаем нашего родственника в психушку, то, конечно, здесь еще сложнее. И последнее, что я бы хотела сказать. Конечно, когда ситуация уже пришла к тому, к чему она пришла, мы исходим уже из той ситуации, которая сложилась. Но, честно сказать, я хочу обратиться ко всем, кто еще не дошел до психиатров, кто еще думает,
к родителям, которым рассказывают о том, что их ребенок какой-то не такой, и они так и должны дойти до психиатров. Вы должны прийти к нам и пройти свои тесты на дефициты. Потому что если откатать ситуацию назад, то психопатология, психические проявления, психиатрическая клиника, она вся основана, она фактически вся сидит на тяжелейших нарушениях витаминов, минералов и микроэлементов. Иногда эти дефициты, они передаются от мамы к ребенку. У нас есть такие уже случаи, у нас есть семьи, родители с детьми проходят. И мы можем проследить, что, например, у мамы есть минеральный дефицит, этот же минеральный дефицит есть у ребенка, и этот минеральный дефицит у ребенка больше проявлен, и ребенок уже принимал в течение нескольких лет нейролептики. А там на самом деле минеральный дефицит. И вот сейчас вот мы помогаем этим людям. То есть это все базируется сначала на нарушениях, на дефицитарных нарушениях. Первое, что человек испытывает, это душевные страдания, когда в теле что-то не то. И когда вы идете к врачам, они ничего найти не могут, но вам уже плохо. Так вот, когда вам уже плохо, это значит, что звоночек, у вас есть дефицитарное состояние. Но опять же, правда состоит в том, что просто диетой, просто советом попейте витамины, это восполнить нельзя, потому что, я еще раз повторюсь, система сложная, система, вот если вы смотрели фильм с Энтони Хопкинсом, где он там убил свою жену, но он самолетами, значит, самолеты строил. И вот он строил там такие большие какие-то интересные системы, шарики катались, вот по-моему, называется «Перелом» фильм. Там шарики катались, и вот там эти шарики, они катаются по совершенно четкой схеме. Так вот, на самом деле система витаминов, минералов и микроэлементов, она очень четкая, но она сложная. И когда образуется какой-то дефицит, от этого сразу идут, вот как в этой схеме, где шарики катаются, от этого сразу идут там изменения, там изменения, там изменения, там изменения. А на поверхность вылезает какой-то третий симптом. Но нужно абсолютно точно представлять вот эту вот систему, чтобы ее раскопать, где же там суть, на чем же там все стоит. Я надеюсь, я сегодня помогла вам этим видео. Я понимаю, что много слов, но я постаралась вам обрисовать вот эту вот схему. И суть ее очень простая. Вам изначально плохо, потому что есть дефициты. Когда вы свое плохо закармливаете психоактивными веществами, которые просто перерезают, уничтожают нервные импульсы, и вам как бы хорошо, но вот эти вот психоактивные вещества приводят вас как личность, и в том числе и как тело, к деградации, вы все равно это через какое-то время чувствуете, и вы хотите от них отказаться, вы не просто возвращаетесь к изначальным дефицитам, эти дефициты становятся увеличенными в десятки, а то и в сотни раз. И поверьте, вам потребуется гораздо больше сил, денег, намерения, не только ваши, но и уже и окружение. Вам нужно будет подстраивать свою работу. То есть усилий нужно будет приложить гораздо больше, чтобы избавиться от этих вообще ничего не решающих таблеток. Они ничего не решают в жизни человека. Наркотики – это всегда экстренная помощь. Вот сейчас больно, вот сейчас какое-то шоковое состояние. Это мгновенное, причем настолько ограничено, что если человек вообще не может боль терпеть, то это его сделает наркоманом. Это не тайная информация. Из реанимации выходят люди, которые больше не могут терпеть боль, и они стали наркоманами. Так вот, наркотики – это вот очень короткий период. Нельзя
употреблять психоактивные вещества и оставаться здоровыми. И если вы еще раздумываете, пойти к психиатру или не пойти, первое, что вам нужно сделать, это выяснить, какие дефициты есть у вас. Это выяснить, какие дефициты есть у вашего ребенка. Если ваш ребенок аутист, то психоактивный яд его не сделает ни умным, ни здоровым, ни раскрепощенным, никаким. Психоактивный яд его добьет. Потому что наркотики это никогда не решение. И если вы уже захотите отказаться от наркотиков, то вы должны запастись огромным количеством сил, духовных сил. Вы должны, действительно, у вас должно быть огромное понимание, серьезное понимание, что сейчас происходит с вашим телом. У вас должны быть очень крепкие нервы, чтобы не пугаться этих приступов страха. Вот. И я вам хочу сказать, все гораздо проще решается, если вы не ходите к психиатру, а выясняете, что же является причиной неприятного душевного состояния, и решаете эту проблему. И ваша жизнь налаживается. С вами была Софья Даринская. Всего доброго, до свидания.